Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень нежный, вкусный и главное без особых усилий сметанный торт без выпечки на белом шоколаде. Десерт приятный по текстуре и очень ароматный с насыщенным вкусом белого шоколада. Особенно такой торт оценят любители изделий на основе сметаны и белого шоколада. За песочную основу у меня молотые сдобные сухари, вы можете использовать печенье, коржи от Наполеона или медового торта, а также обрезки из-под пряников, которые необходимо предварительно размолоть в мелкую крошку. Растопленное сливочное масло добавляю в песочную основу, перемешиваю до однородной консистенции. Песочная основа для торта готова. В разъемную форму диаметром 16 см выкладываю песочную основу, распределяю крошку по всему периметру формы. Утрамбовываю песочную основу, вдавливая ее к дну формы. Убираю форму с основой в морозильник. Для приготовления суфле в емкость с водой погружаю желатин. В сотейник с толстым дном выкладываю всю сметану. Включаю средний огонь и добавляю белый шоколад. Перемешиваю сметано-шоколадную массу ручным венчиком, чтобы шоколад полностью растворился в сметане. Градусник в этом рецепте не нужен, достаточно только, чтобы получилась однородная начинка без комочков. Очень важно не доводить сметано-шоколадную массу до кипения, иначе есть риск, что сметана свернется. Друзья, спасибо, что проявляете активность на канале, ставите лайки, пишите комментарии и делитесь публикациями в своих социальных сетях. Тем самым вы значительно продвигаете мои видео и поднимаете рейтинг канала на платформе YouTube, а меня стимулируете еще больше публиковать интересные и проверенные рецепты на канале Сладкий Мастер. Листовой желатин отжимаю от лишней влаги, погружая в сметано-шоколадную массу. Тщательно перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился. Добавляю ванильный экстракт и перемешиваю. Снимаю сотейник с огня и переливаю горячее суфле в форму с песочной основой, предварительно закрытой ацетатной лентой. Использование ацетатной ленты не обязательно, но с ней суфле проще отделить от бортов формы. Убираю в холодильник минимум на 5 часов. Торт охладился, снимаю кольцо. Осторожно извлекаю ацетатную ленту. При помощи плоского ножа и шпателя подеваю под песочное основание торта и окончательно отделяю торт от формы. Сметанный торт на белом шоколаде получился невероятно нежным, с ароматом ванильного шоколада и сметаны. Каждый кусочек этого десерта просто тает во рту, как шоколадное мороженое. Все продукты гармонично сочетаются друг с другом, создавая единый и неповторимый сливочный вкус шоколадного суфле. Однородная текстура суфле напоминает итальянскую панакоту с шоколадным послевкусием. По желанию торт можно украсить ягодами, фруктами, взбитыми сливками или белым шоколадом. Я дополнительно торт на белом шоколаде не украшаю, так как выглядит он завершенным и очень аппетитным. Обязательно порадуйте ароматным тортиком себя и своих близких. Уверен, они оценят. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.